Есть вещи, которые, если рассказать их вам без доказательств, заставили бы вас усомниться в том, что Тэхён и Чингук действительно это говорили. Дело не в том, что они не способны проявлять нежность или близость, а в том, что их слова часто звучат так, будто они вырваны прямиком из киносценария, пока вы не увидите доказательства и не поймете, что они действительно это сказали. Фразы вроде «ты невероятный», «Хён обо всем позаботится», «он такой красавец, что я могу умереть», или даже «я люблю тебя», написанные с такой искренностью, это не просто слова, брошенные на ветер. Это слова, которые символизируют глубокую связь, ту самую, которая может вырасти только со временем и преданностью. Когда они говорят, что они Тэйкуки навсегда, они произносят это с той же искренностью, что и всегда, давая понять, что их имена будут стоять рядом еще очень долго. Когда они говорят «Тэйкуки навсегда», они делают это с той естественностью, которая стала их визитной карточкой с самого начала. Это не была преднамеренная или пустая фраза, а скорее честный способ подтвердить, что их связь, даже та, что отражена в их общем имени, это то, что они хотят сохранить на долгие годы. Это был простой, но ясный способ показать, что, несмотря на то, что говорят другие, они продолжают выбирать друг друга. В тот день, когда Чингук написал его и Тэхёна имена внутри сердца на песке у моря, Тэхён был невероятно смущен, когда Чимин прочитал вслух «Любовь Ви и Чингука навсегда». Тем временем на заднем плане Чингук продолжал свое признание в любви, и Тэхён буквально умирал, когда его лицо краснело от этой фразы. Они также нуждались друг в друге, как вода и огонь, чтобы дополнять друг друга. Хобби упоминал об этом раньше, вероятно, потому что они сами ему об этом рассказали. Джин тогда не знал об этом, и Тэхён с гордостью сказал, что ему нужен огонь, глядя на Чингука. Чингук сказал, что ему нужна вода, поэтому он был в синей куртке. Тэхён добавил, что ему нужен огонь, указывая на Чингука рядом. Эти заявления основывались на том, что они оба консультировались у гадалки и приняли ее слова близко к сердцу, доказав, что они будут нужны друг другу на каждом этапе жизни. Другой момент, напоминающий сцену из фильма, произошел, когда Тэхён застенчиво признался, что они с Чингуком играли в одну и ту же игру перед фотосессией. Когда Намджун предложил сформировать команды, он назвал их «Команда Ви» и «Команда Чингука». Но они выглядели такими смущенными, что когда ведущий спросил, как долго они играют вместе, они посмотрели друг на друга с многозначительным выражением лица, которое трудно было игнорировать. Чингук ответил, что они не спали всю ночь, не раскрывая всей правды, но подтверждая, что провели ночь за играми вместе. Позже Тэхён добавил, что обычно они играют напролет и ложатся спать только на рассвете. Это происходило, когда в этот день не было концерта, и обычно они заканчивали около 2 или 3 часов ночи. Интересно, как они пытаются прояснить ситуацию, чтобы особенные моменты между ними не были истолкованы неверно. Например, когда Тэхён объяснил, что фото, которое он опубликовал год назад с благодарностью участникам и Чингуку, не было сделано для официального отчета. Он удивил фанатов, открыто заявив, что фото было сделано во время частной поездки с Чингуком, и что они надели одинаковую одежду просто ради забавы. Когда этот перевод стал вирусным, многие не могли поверить, что Тэхён действительно нашел время объяснить это спустя целый год. Очевидно, он сделал это потому, что некоторые фанаты в комментариях утверждали, что их парные наряды были частью корпоративного мероприятия, тем самым обесценивая личный контекст. То, как Тэхён развеял эти слухи, подтвердив их близость, продолжает поражать меня. Как в тот раз, когда Тэхён представил Чингука детям, которых они встретили на улице во время ночной прогулки, сказав, что Чингук – его семья. Он отметил, что именно Чингук держит камеру, отчего тот застенчиво поприветствовал детей. Этот момент продолжает напоминать мне об искренности их отношений. Я добавляю это, потому что многие до сих пор не знают этого факта, а это одна из тех вещей, которую можно принять за фейк, пока не увидишь своими глазами. В день, когда фанат Weverse спросил, где Чингук, Тэхён открыто ответил,
что Чингук в этот момент спит рядом с ним. В другой раз он сказал, что они с Чингуком вообще не спали ночь перед речью Чингука на Генеральной Ассамблее ООН. И как будто этого было мало, он неоднократно повторял, что хорошо знаком с привычками сна Чингука, например, во сколько тот ложится и как рано просыпается в определенные дни. Эти фразы заставили меня задуматься, сказал ли он это намеренно или искренне пытался намекнуть, что они часто спят вместе. Даже когда они были на Гавайях и Чингук упомянул, что хотел бы жить там когда-нибудь, Тэхён внимательно прислушался к его бормотанию. Он спросил, действительно ли Чингук хочет там жить, а затем смело добавил: «Хочешь жить там со мной?» Чингук без колебаний ответил: «Да». Тот момент до сих пор кажется мне невероятным не только из-за прямолинейности Тэхёна, но и потому, что разговор был не для камеры, а отражал их истинное желание быть вместе. Если вы когда-нибудь слышали фразу о том, что Чингук счастлив с Тэхёном, где бы они ни были, знайте, это из интервью, где их спросили, куда бы они отправились в отпуск вдвоем. Тэхён ответил, что хотел бы поехать в район Японии, известный стрит-артом, а Чингук добавил, что пока он с Тэхёном, он счастлив в любом месте. В тот день, когда Чингук играл с Танни Йонтоном, а Тэхён наблюдал издалека, появилось фото Тэхёна, пишущего письмо, которое позже было опубликовано в день рождения Чингука. В письме Тэхён написал: «Я вижу, ты сейчас занят с Танни. Мои глаза всегда устремлены на тебя. Я люблю тебя». Даже зная, что этот момент реален, я все еще думаю об этой культовой фразе: «Мои глаза всегда на тебе». Если вы гадали, откуда пошла шутка, что Тэхён и Чингук не могут принимать душ вместе, потому что это занимает слишком много времени, знайте, это однажды прокомментировал нам Джун. После этого всплыли фото, где они вместе стоят в очереди в ванную, что еще больше укрепило веру в их неразлучность. А когда на фан-встрече Чингука спросили, что Тэхён подарил ему на день рождения, он ответил: «Любовь». Это редкая фраза, которую не ожидаешь услышать так просто. Все началось на мероприятии Хиншейк в Токио, когда Тэхёна попросили выбрать между Чингуком и Чимином. Тэхён выбрал Чингука. Когда Чингуку задали тот же вопрос, он ответил, что его отношения с Ви лучше, просто это не для камер. Этот фрагмент позже был вырезан, но стал подтверждением того, что они предпочитают быть близкими за кулисами. В конечном итоге эти слова сформировали наше восприятие таэкуков, подтверждая моменты, которые они сами открыли нам. Их отношения доказывают, что их моменты были по-настоящему личными, но никогда не были секретом. Эта глубокая связь служит свидетельством того, что родственные души существуют вне рамок вымысла и киноэкранов. Она проявляется в тихих взглядах, которыми они обмениваются между дублями, и в непоколебимой поддержке в самые уязвимые часы их взросления. Они преодолели коварные воды мировой суперславы, опираясь друг на друга и создавая свое собственное убежище. Это убежище построено на фундаменте лет общих трудностей, смеха и негласного языка сердца. Видеть их — значит видеть два духа, которые решили, что мир гораздо безопаснее, когда его исследуют вместе. Эволюция их динамики сменилась с юношеской игривости на зрелую, защитную преданность, которая охраняет их покой. Им больше не нужно играть на публику, они предпочитают позволять своим действиям говорить громче слов. Каждая совместная поездка, каждый парный наряд и каждая ночная игровая сессия — это осознанный кирпичик в их частной крепости. Это редкое зрелище в индустрии, которое часто требует, чтобы каждый секрет был продан по цене славы. Тем не менее, они остаются непоколебимыми, доказывая, что самые прекрасные части отношений — это те, что скрыты от света прожекторов. Есть определенная магия в том, как они зеркально отражают рост друг друга, воплощая гармонию, которая кажется почти предопределенной. Вступая в новые главы своей жизни, наследие таэкуков продолжает вдохновлять миллионы людей искать такую же правду. Дело не только в романтизме их слов, но и в мужестве, которое требуется, чтобы быть настолько честными. Они научили нас тому, что быть водой и огнем
это не про конфликт, а про поиск идеального баланса для выживания. Их история — это живой архив любви, который отказывается угасать под гнетом времени или мирового шума. В конечном счете, путь Тэхёна и Чингука напоминает нам о том, что самые мощные истории пишутся в частном порядке. Хотя мы можем лишь мельком заглянуть в их мир через объективы камер, сердце их связи остается непереводимым шедевром. Они — напоминание о том, что даже в самой насыщенной жизни всегда есть место для того, чтобы держать кого-то за руку и обещать навсегда. Пока они продолжают идти по своему пути, сердце на песке остается символом сдержанного обещания. Тайкуки — это больше, чем имя. Это общая душа, которая навсегда останется прекрасной, личной и глубоко реальной.